Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы здорового и осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Сегодня мы с вами поговорим о стимуле и мотивации при похудении. Вчера у меня была такая интересная история. Ко мне пришла новая ученица из английского города Харвич, зовут ее Сьюзи. И вот что она мне поведала. У нее 3 детей, желая мужа разгрузить всевозможными поездками по садикам, яслям, кружкам, Сьюзи приняла решение получить водительские права. И она мне вчера ответила на такой вопрос, какая же цель ее похудения и почему она пришла именно ко мне. Она ответила, что она не может получить водительские права, потому как, перейдя к практике вождения, ей руль упирается в живот, и она испытывает большие боли. Она не может сконцентрироваться на том, что говорит ей инструктор по вождению. Она не может из-за этих болей, из-за этого руля, который впивается ей в живот, сосредоточиться на дорожном движении. И вы можете себе представить и задайте себе вопрос, что движет нашей Сьюзи? Стимул или мотивация при похудении? Давайте разбираться. Мы все не очень любим меняться, а чем старше мы становимся, тем нам сложнее что-либо поменять в нашей жизни, невзирая на то, что какие-либо перемены могут привести только к лучшему. Да? Так вот, снижение веса – это тоже перемена вашей жизни. И для того, чтобы приступить к снижению веса, нам зачастую нужен стимул. Стимул – это некая неприятная ситуация, которая заставляет вас покинуть комфортную, привычную жизнь или состояние. К примеру, стимулом при похудении может быть какая-то болезнь, боли в суставах, например, или боли в спине, повышенный сахар в крови. И, кстати, стимул в переводе с латинского означает палка с острым наконечником, которой раньше погоняли скот. Стимул – это то, что толкает вас, но зачастую одного стимула недостаточно для достижения желаемой цели. К примеру, врач говорит человеку, что ему необходимо похудеть на 30 килограмм перед операцией, или же, если он не похудеет на эти 30 килограмм, то операция, наоборот, будет неизбежна. И человек старается, пытается что-либо изменить в своем питании, теряет 10 килограмм, и вроде бы и чувствует себя получше и полегче, но все равно в какой-то момент он останавливается и прибегает к своему прежнему образу жизни, вес тоже останавливается, но постепенно этот вес начинает ползти вверх. Почему это происходит? Потому что стимул – это движение от. Приведу вам такой пример. Если вы возьмете мячик или шарик и толкнете его вверх, то он начнет катиться вверх, потом на мгновение остановится и опять покатится вниз. И то же самое происходит с нашим весом. Если мы ничего не поменяли в нашем образе жизни и в нашей голове, то вес, как в этом примере с человеком, который сбросил всего лишь 10 килограмм и успокоился, вес остановится и потом, к сожалению, опять покатится вверх, то есть начнет расти вверх. Стимул – это толчок. Это то, что заставляет вас двигаться. Но если внутри вас не возникла мотивация, если внутри вас не возникло личного, собственного желания что-либо изменить в вашем образе жизни, произойдет остановка и, к сожалению, набор веса неизбежен. Что же такое мотивация? Приведу вам примеры жизни. Как всегда, те, которые меня знают, я очень люблю приводить примеры из жизни. После трудовой недели вы приняли решение в субботу утром ничего не делать. Стирка, глажка, уборка, готовка – все откладывается на завтра, а сегодня вы просто
решили полениться, полежать в своей кровати, посидеть на софе, посмотреть любимый фильм или почитать хорошую книгу. И вдруг раздается звонок, и вы слышите любимый голос своей подруги или друга, которая летела, и ее рейс отменили или, наоборот, задержали на 5 часов, и у вашей подруги есть возможность к вам заехать на ту же чашечку кофе, хотя бы просто поздороваться с вами. И что с вами происходит? Ваш день полностью, совершенно меняется. Вы начинаете сразу действовать. Почему вы начинаете действовать? Потому что у вас появляется цель. Вы понимаете, для чего вам это нужно. Вы сразу же начинаете убирать квартиру ту же самую, хотите что-то приготовить, чтобы сделать приятное своей подруге или своему другу. И вот это и есть цель, с которой мы сейчас, или мотивация, с которой мы с вами сейчас разбираемся. Мотивация – это побуждающая сила, которая рождается внутри человека. Эта сила помогает человеку преодолевать трудности и двигаться вперед. И мотивация обязательно сделает вашу жизнь насыщенной, красочной и красивой. Она вам будет как бы помогать представлять о том, каким вы в будущем будете человеком. Вы можете представить себе, как вам легко будет танцевать, какая у вас будет прекрасная походка, как вы, в конце концов, можете бегать вместе со своими детьми и внуками по парку. Это уже является прекрасной мотивацией. Это то, что помогает вам преодолевать трудности и идти потихонечку, маленькими шагами к достижению ваших целей. Ваша цель всегда должна быть действенной. Вы всегда должны двигаться к своей цели. Вы должны преодолевать какие-то либо препятствия. И когда вы это все проходите, вы действительно достигнете результата. И если ваша цель понизить сахар в крови, или же отказаться от операции на суставах, да, замену сустава, к примеру, или же, как Сьюзи, о которой я раньше рассказала, чувствовать себя комфортно в машине, чтобы руль машины не мешал ей ехать за рулем, и чтобы она не испытывала какой-либо острой боли, это и будет менять вашу жизнь. Вот эти самые мотивы и цели действительно изменят вашу жизнь, поменяют ваше сознание и ваши какие-либо стереотипы. И это самое главное, а не то, что вы хотите сбросить несколько килограмм или снизить вес. Нет. Иногда некоторые говорят как цель то, что их цель – это похудеть к празднику. Ну хорошо, похудели они к празднику, все это очень быстро, легко и хорошо, и платьишко хорошо села, но они же ничего совершенно не поменяли в своей голове. Им это досталось очень легко и просто. И этот, к сожалению, сброс веса не принесет никакого результата. Опять же, вес остановится, человек придет к своему привычному образу жизни, и вес поползет вверх. Цель – это как ступеньки. И если мы их будем переступать каждый день, подниматься вверх, выше и выше, то мы обязательно достигнем своей цели. И при похудении мы обязательно сохраним свой вес, потому как каждый день мы будем пользоваться своим новым телом, своей нескончаемой энергией и испытывать легкость. Вот такая у нас сегодня тема, которую я вам рассказала в 2 словах. Я надеюсь, что вам было интересно и мотивирующе, может быть, для тех, кто думает начать стройнеть или попозже, или после праздника прийти к этому решению. Если вам понравилось сегодняшнее видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайкайте внизу, приходите ко мне в группу на Фейсбуке, которая называется Nordic Balance. Я буду рада всегда вам всем помочь, отвечу на все ваши вопросы. Ну, а сегодня с любовью и с самыми наилучшими пожеланиями с вами была я, Виктория. Пока!